Привет, мои дорогие девочки! Всех еще раз поздравляю с праздниками прошедшими и с наступающими тоже. Давайте с вами посмотрим такую тему на зомби Таро. Мы с вами посмотрим тему «Кто тебе завидует?». Давайте посмотрим, кто завидует вам сейчас. Надо ли чего-то опасаться? Вот эти вот завидующие люди, девочки, это не очень хорошая история на самом деле. У нас 4 варианта, и вы можете выбрать, кто завидует на работе, кто завидует, например, из соседей, кто завидует из какого-то вот, из какой-то определенной вот когорты людей. Можете вот посмотреть и даже на каждую карту загадать, потому что мы будем искать с вами этих вот завидулек, которые вам завидуют. Для чего это, девочки, делается? Для того, чтобы вы знали, кого может прорвать однажды, да, кто молчит и кто где-то может готовить гадость какую-то вам. Поэтому вот эта вот тема завидующих людей, она, девочки, очень, кстати, такая, которой нужно уделять внимание для того, чтобы вы, как минимум, с ними перестали общаться. Ну что, загадывайте. Вы можете загадать либо один вариант, либо, девочки, на каждый из 4 вариантов, вот посмотреть налево, направо, вверх, вниз, да, вот как перекресток такой, для того, чтобы вы могли вот несколько даже вариантов посмотреть, кто тебе завидует, назначая на карту, на рубашку определенного варианта даже какую-то толпу людей, да, которых что-то связывает с тобой. То есть посмотреть вот что где. Работа, к примеру, да, фитнес-зал, если кто-то ходит, вы можете даже это посмотреть. Ам, э, Какие-нибудь ваши кружочки, кружки, в которых вы состоите, определенные такие собрания людей, которые могут между собой не пересекаться. Смотрите, девочки, загадывайте. Давайте найдем этих людей, которые вам завидуют. Ну что, выбирайте или нажимайте на паузу. Хорошо так вот подумайте, и вам каждая карта будет откликаться. Ну что, поехали. Первую карту, девочки, смотрим. Кто тебе завидует? Я прошу прощения, что они у меня, девочки, немного в таком виде. Это у меня, знаете, с работой было связано моей. Немножко я обожгла. Но все же. Нулевой старший аркан выпал вам, девочки. Тут, во-первых, скорее всего, вам никто не завидует. Да? То есть, смотря что вы загадали здесь, если тут хорошие люди, которым вы нравитесь им, они нравятся вам, да, или вы определенного человека тут смотрите, здесь может и никто и не завидует. Но нулевой старший аркан все-таки это нулевой старший аркан дурака, да. И давайте посмотрим еще, кто тебе завидует здесь. 21 старший аркан мира. Даже если тебе завидуют, повторить за тобой ни у кого не получится. Это, девочки, вот 2 жонки у меня выпало. Немножко здесь нулевой и 21. Это говорит о том, что ну невозможно. Даже если кто-то тебе и пытается завидовать, сдвинуть тебя с твоего пьедестала, с твоего места, невозможно. Или они завидуют, и все равно их ручки коротки, и они до тебя никогда не дотянутся. Поэтому вот эта карта, что я говорила, что никто не завидует. Может, кто-то и завидует, но вот повторить за тобой, быть тобой, да, это невозможно. Это только будет вызывать, ну, какой-то, скажем так, если повторять за тобой, можно стать просто клоуном, клоун-эссе какой-то, да. А быть с тобой в твоей шкуре это невозможно. Почему? Туз хазардов тут выпал. Почему? Десятка костей. Маг. Во-первых, это, скорее всего, что-то ведьмовское, девочки, да. Это вы не с той парафии, где, скажем так, большинство обычных людей, да. То есть вы выпали магом. Тут невозможно тебе завидовать. Невозможно завидовать королеве, потому что она королева, либо влезть на ее место, потому что это как будто дано
от рождения, да? У тебя какое-то высокое положение, у тебя какой-то статус, ты либо очень творческая личность, очень на стиле, с тонким вкусом, гармоничная, сама с собой, с другими людьми. За тобой могут другие люди идти. Ты можешь давать этому миру, можешь учить даже других людей чему-то, чему вот ты хотела бы научить, да, людей других. Но быть тобой никто не может. И это вот прям, знаешь, какая-то даже природная защита твоя такая. С тобой быть никто не может. Сыграть, как ты, никто не может. Сделать, как ты, никто не может, да. Ты можешь просто научить кого-то делать похоже, да. А если кто-то вот будет пытаться за тобой повторять, у него это ничего не получится. Это будет просто похоже, как маг и дурак. Встретились маг и дурак, да. Давай еще посмотрим, кто тебе завидует. Тройка костей, шестерка хазардов, семерка мечей. Было как-то давно, этого человека уже нету. Я бы даже сказала, в живых этого человека. Точно, девочки, нету в живых этого. Вот когда выпадает смерть, башня и отшельник, это говорит, что вот прям вот эта могила есть. Вот это, девочки, могила. Если кому интересно, кто любит гадать на Таро, столько старших арканов. Отшельник, башня и смерть, это обозначает мертвого. Но это давно было. И это были еще какие-то слезы. Давно был человек такой, который тебе завидовал. Но тройка мечей, шестерка кубков. А кто это было? Так, это была верховная жрица, у которой не получилось, да? Это, девочки, человек, который как будто бы раньше был сильнее вас, да, круче как будто бы вас, да, и вот именно этот человек как будто вас гнобил, кто-то мог делать, вот булил, да, делать с вас белую ворону, и хотел вас, ну, грубо говоря, даже уничтожить. Это человек вашего пола. Если это мужчина гадает, это мужчина, если это женщина, то это женщина, девочки. Это было давно, и этот человек в 2 метра под землей, скажем так, да. Была ли это сила? Была. И это, девочки, смотрите, это могло быть по роду у вас. Верховная жрица и маг — это могло быть пересечение у вас родовое, да, но может и не родовое. Кто-то вот вас булил реально, да, и человек, который не хотел, чтобы вы жили вообще. И был какой-то такой момент у вас в жизни, когда это действительно было связано с вопросами жизни и смерти. И вообще с существованием вас как вот человека, да, как единицы, как либо как индивидуальности. И когда-то могло и не получиться у вас это. Могло не получиться, да. То есть и либо вы ощущали, либо вот что-то такое вот было, которое очень сильно вот могло на вас сказаться очень плохо на самом деле. Было такое. И оно зависело от другого человека. Либо это по роду, либо такого же пола. Но этого человека уже давно нет в живых. Там даже, как говорится, имени почти не осталось. Там чего я замолчала, да? Это, девочки, я люблю так медуизмом заниматься, да? И вот я спрашиваю, чего ты лезла? Чего ты лезла? Она говорит, у меня 2 имени было. Она как-то еще называла себя каким-то, либо это какое-то имя, но оно странное. То есть оно как будто бы и выдумано, а вроде бы и не выдуманное, странное, то есть необычное. Самозванка, самоназванка. Либо там какую-то кличку. Погоняло было какое-то у этого человека, такое с опломбом, с какой-то, например,
Наташа Королева. Ну, или, ну вот а что-то такое, да? Нету его человека этого. Фортуна. Только она не поняла одно, что это было все по судьбе. А этого человека убили, девочки. Этого человека убили. Не просто так этот человек умер. Не просто так. Она или он умер. Не просто так. И вот, кстати, когда его отправили туда, да, колесо фортуны выпадает. Это то есть у вас с того момента все хорошо пошло. Тут вот кто-то у вас был такой, которому вы вообще, знаете, не то, что там дорожку даже перешли, это даже не из зависти, девочки. Здесь показали карты, что кто-то не хотел, чтобы вот вы жили, да. То есть и тут такое было. И мне кажется, что, может быть, это где-то из детства что-то, да, может, с подросткового возраста вашего, потому что как будто очень давно, это раз. А во-вторых, м, это даже не завистник выпал, это не человек-завистник, это человек, хорошо, что вот так вот произошло. Все. Хоть это, знаете, и такие страшные, может быть, я слова где-то сказала, да, но хорошо, что оно так произошло, потому что м, вы свободнее задышали. У вас жизнь по-другому сложилась. У вас, на самом деле, жизнь сложилась намного лучше, чем она бы могла быть, если бы этот человек был бы жив. Потому что там как-то сильнее вас, коварнее вас вот этот человек был. И кто-то с ним сразился, девочки. Кто-то с ним другой сразился и победил. Понимаете? И получается, у вас как вот это колесо фортуны выпало, как будто вам стало намного легче, намного лучше. Такая странная связь, девочки. Хорошо. Ну давайте я посмотрю. А вы вообще как с этим человеком были? Как это было все? Расскажите. Как это было все? Старыми вещами пахнет мне, старыми вещами. У нее вонючая была, одежда вонючая была, говорят. И это была, девочки, скорее всего, женщина, вон императрицей. Тройки выпадают, тройки. Девятка. Ну, и это говорит, что ее уже нету. Ну, эти хазарды, это понятно, да? Здоровалась она как-то. Какой-то... Вы с ней здоровались, это факт. Ну, мало ли с кем вы здоровались, да? Но я просто хотела знать, знаете ли вы этого человека? Вы здоровались с этим человеком. И больше ничего не показывает. Вот такие вот дела. Так что, девочки, вы непобедимы. Тот, кто еще мог что-то как-то на вас влиять, да, он уже там. А сейчас вы в этом круге, нулевой старший аркан, это как круг, это такая защита. А внутри этой защиты, внутри этого круга маг выпал вам. Вот такие дела, котики мои. Поэтому сейчас можете быть спокойны. Даже если вам кто-то завидует, вообще невозможно с вами ничего сотворить и сделать. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Давайте посмотрим, кто тебе завидует. Кто тебе завидует? Туз костей выпал. А ну-ка расскажи, что это за туз костей-то такой? Рыцарь костей. Откуда? Завидуют девочки вам. А знаете, чему тут завидуют? Тут больше из-за таких вот слов, которые про вас говорят. Вас где-то хвалят. Вот то, что вы здесь загадали, где-то вас тут хвалят. Говорят, ой, она такая хорошая. Там, короче, говорят про вас хорошие слова, очень хорошие. Такие, возможно, это повышение по карьерной лестнице, или то, что вы там хорошо работаете, или еще что-то. Или такая вот трудолюбивая, работящая, крутая, все такое у нее получится все. И завидуют именно вашему состоянию денежному плюс будущему вашему. Именно
именно в деньгах. То, что вы еще типа будете больше денег получать, и вот эта вот мысль, то, что вы будете хорошо зарабатывать, не дает покоя. То, что про вас хорошо говорят. А кому это не дает покоя? Десятка мечей какой-то девочке, женщине. Женщина, девушка в теле, и она вообще аж очень сильно огорчена, что она слышит. Она слышит про вас вот эту похвалу, и она очень сильно, ей это не нравится, ей это не заходит. И она аж злится. Десятка мечей и восьмерка мечей. Она аж хочет открывать. Ой, что вы про нее типа говорите? Она там что, лучше меня, что ли, или что? Ну, короче, она пытается аккуратно себя вести. Выпала императрица. Я вам скажу, что в каких-то моментах вы даже немножко ей уступаете. Либо это вот коллега по работе, довольно, например, какая-то умная, да, или выполняющая правильно там свою работу, либо неплохо живущая, скажем так, эта женщина. И она считает, что она такая вот крутая вся. Она крутая. И ее очень сильно, это нарциссиха, которая очень сильно задевает, что при ней говорят хорошо про какого-то другого человека, то есть про вас. И ей настолько это тяжело дается, что это прям психосоматика какая. Она нервно скребет что-то, да. Она гавкает, психует, раздражается. У нее могут биться чашки. Вот обратите внимание, посуда может биться вокруг нее. Вот это от злости ее, это от большой злости. Давайте еще посмотрим. И что, на тебя эта зависть как-то влияет? Она старается не показывать это, что она тебе завидует, не показывать, сохранять лицо, держать марку хочет она, но у нее внутри все клокочет. И это на уровне психосоматики. И это, девочки, реально нарциссиха. И это не просто ее желание, это ее болезнь. Она с возрастом все время больше и больше, больше и больше будет приходить в это вот состояние. А знаете, я даже немного могу вам описать, как вот она выглядит, да. То есть она подчеркивает свою женственность. Я так считаю, что она полновата все-таки, вот потому что мне здесь идет все-таки полноватость такая. Ам, Думает о себе, я самая крутая, самая лучшая. М, 100 пудов делает какие-то, возможно, потому что вот такие нарциссы, женщины, они еще делают нам, например, пластики некоторые, да, или даже если не пластики, то это, ну, что-то такое ярко выделяющееся. Например, это там реснички нарощенные, такие большие, либо губки, нарощенные губки надутые, да. То есть что-то у нее ярко очень кидается в глаза, скажем так, да. То есть она подчеркивает вот свою женственность, но это немножко так вот выходит, скажем так, за рамки чего-то обычного, скажем так. И у нее очень сильная психосоматика. Что такое сильная психосоматика? Это когда, если она счастлива, значит, у нее там гормоны сильно шалят, всякие такие эндорфины, серотонина или еще что-нибудь, да. Когда она злится, у нее это в поведении тоже видно, да. Руки могут дрожать, язык заплетаться, она может плакать, вокруг нее может трескаться посуда. Вот, ну, такое вот все, вот прям, знаете, аура такая вот. Она не может ее, в принципе, контролировать, но она хорошо держит лицо. Она завидует вот вашей какой-то, знаете, успешности. Ей даже вот она бы хотела быть такой же успешной, как вы, понимаете? А ваша успешность, она вот связана с тем, что вы такая, вот прям на магнии и витамине В, да? То есть вы какая-то такая соображающая, быстро соображающая вы. Вы можете там трудиться там, где, например, другие люди устают. ам, Легко обучаемая.
Может быть, ты сдала на права, понимаешь? И вот тут коркой зависти покрылись уже. У меня девочки тоже было. Я пошла одна, сдала на права, ну, мне нужно было, я хотела, и у меня было свободное время, и я пошла на права учиться. А у меня даже не было мысли там подружкам своим предложить, я просто пошла сама. И что вы думаете? Потом мои две подруги покрылись корками зависти. И они пошли, и каждая отдельно сама обучилась, да, но только из-за того, что я. Потому что потом у них машины не появились. То есть у них не было такого большого желания садиться за руль. Вот и все. А просто от зависти. Так что у вас вот тоже здесь такое есть. А оно как-то на вас влияет, эта зависть? Нет, девочки, не повлияет. Только знаете что? Вот смотрите, вас-то нахваливают и вас-то любят, да? Но девятка хазардов вот эти вот ваши кости, ваши денежки, ваши достижения, это не должно быть вот прям таким, знаете, кичливым чем-то, да, потому что вот она, нарциссиха эта, она может где-то сказануть вам какую-то гадость, обидеть вас. Вы выпадаете здесь вот на Таро, какие вы выпали? Простая, открытая, добродушная, такой вот приятный человек. Поэтому про тебя и другие люди хорошо говорят, потому что ты приятный человек, понимаешь? Но вот ты не защищена с точки зрения вот этих завистливых слов в твою сторону, да, когда кто-то вот, а что такое, говорит, какую-то гадость. Вот ты обидишься, ты реально обидишься, если тебе скажут эти вот гадости. И ты в первый же момент не подумаешь о том, что люди из-за зависти тебе такое говорят. Нет, ты примешь это как вот, что ты чем-то кого-то обидела, да, или вот, а может, действительно я такая никакая, да. То есть ты можешь обидеться, и это на тебя реально может повлиять. Ты от этого не защищена. Ты не можешь защищаться и психологически особо не готова к этому, чтобы вот прям защититься от этого. Мы можем, девочки, защититься, когда мы готовы к этому, да. То есть мы тоже вот готовы и можем врагу, как говорится, накостылять по самое не балуй. Но когда вот ты не готов к этим язвительным каким-то уничижительным словам, это обижает. И тут вот, девочки, есть прореха. То, что она может сказануть. Чем больше вот про вас будут говорить, и вот она там что-то может где-то вякнуть за вашей спиной, вы об этом не будете знать. И ну ладно, и окей, ничего страшного. Но вот эта вот девятка хазардов говорит, чем больше вот вот вы, например, будете хвалиться, и, чтобы, например, показать другим людям, что вы хороши в чем-то, да, иногда же хочется похвалиться, ничего такого нету. Но чем больше вы похвалитесь, вот вы дойдете до ее вот этой вот точки кипения, да, если вы будете хвастаться, и она вам выскажется. А если вы не из робкого десятка, вы, кстати, можете сейчас начать хвастаться. Вот прям похвастайтесь чем-нибудь таким классным. Или, например, выдуманным классным. То, что вас не особо касается, да, и выдумайте какую-нибудь такую вот вещь и скажите, что вы едете на море отдыхать и в какую-нибудь такую, не знаю, что вообще тяжело, да. И вот вы увидите, вот это будет высказано, но зато вы будете знать, если вы хотите знать этого человека. Влияет ли этот человек на вас? Нет, девочки, не может никак повлиять. У вас выпал 10-й старший аркан, колесо фортуны, да. Никак не повлияет, никак. Единственное, когда вы обидитесь, там, походите, подуетесь, да, оно все равно, хотите ли вы или не хотите, формирует в вас какой-то азарт, да, и опытность. И то есть вы как губка впитываете и хорошее, и в плохое, но вот то, что это ваш опыт жизненный, и он все равно вас делает еще круче, еще круче, понимаете? Вот такие вот дела, мои дорогие. Так что тут, в принципе, завистница есть, нарциссиха, да, ну и все. Просто она щекотит себе нервы ей. Поэтому тут, ну, вот мне не хочется, чтобы вот добрый человек
простодушный человек, как вы, да, благородный человек, пострадал, да, от каких-то нарциссов. Не хочу, девочки. Поэтому просто знаете, вот кому можно там хвастаться, кому нельзя, где можно попридержать коней, как говорится, не рассказывать все. Или, например, когда оно сбудется уже полностью, например, ваши какие-то там дела, планы, да, когда вы уже вкусите вот эти лавры от своих каких-то побед жизненных, тогда и рассказывайте. Понимаете, вам будет намного проще. А если вы будете в процессе это все делиться, рассказывать, и причем вот эти вот нарциссиха будет где-то рядом, да, она будет уничтожать вашу радость от этого, понимаете? Вот такие вот дела, котики мои. Будьте осторожны с нарциссами. Третий вариант, давайте посмотрим, кто тебе завидует. Четверка костей выпала. Ну, сегодня, девочки, такой приятный расклад. Я думаю, хотя бы, знаете, тоже четверка не подбедет. Но ваш третий, четверка костей, девочки, ничья зависть вам не мешает. У вас такие карты выпали красивые. Открытые дороги. Вам, кстати, у вас открытые пути и дороги. Любые. Понимаете? И вот сейчас, чтобы в вашей жизни не происходило плохо, хорошо, там много каких-то событий. Скорее всего, вы подошли сейчас там, где у вас много событий. И где приходится быстро и много соображать, быстро и много решать что-то, да, делать какие-то выборы и все остальное. И вы идете по правильному пути. Какой бы вы путь ни выбрали, он всегда правильный. 17-й старший аркан звезда. Вы знаете, что вы делаете, вы знаете, куда вы идете, по наитию и все остальное. А вы вылезли из какой-то, девочки, тяжелой ситуации. Эти дороги вам не просто так открылись. Они открылись, потому что четверка мечей, она говорит о том, что было тяжело. Было тяжело. Вот это вот эти песни, в которых поется, что пройди моими следами, только ты тогда поймешь, какой путь я прошла. Это про вас, девочки. Вы вышли очень из какой-то тяжелой ситуации, где было страшно, где было тяжело, где ты не знала, что делать, как жить. Возможно, какая-то депрессия была, плохие слова про тебя были, да. То есть ты вышла здесь из чего-то очень плохого, девочки. Мои малышки. Ты вот, ты знаешь, как раз-таки помнишь, вот басня такая была про лягушку, про двух лягушек, которые попали в один кувшин. А одна лягушка сдалась и утонула, а другая лягушка настолько вот хотела жить, не сдавалась. Она болтала лапками, болтала и взбила сметану, потом масло и выбралась, да, из этого кувшина. Уставшая, покоцанная, да, обессиленная, но выбралась и осталась жива. Ты выбралась из чего-то очень плохого. Ты многое ты, тут, всё-таки этот 17-й старший аркан, я не могу сказать, девочки, что это было прям совсем либо это было совсем недавно, да, что вы с передряги реально вылезли, да, и вы это знаете, вы ощущаете это, что да, я победила, я выиграла, я молодец, я прошла через это. Либо, девочки, это где-то в вашей жизни вот происходило, и, оно вас укрепляло. Вот все, что плохое с вами происходило, оно вас только укрепляло. Она, знаете, это как говорят, вода камень точит. Так вот, девочки, вы превратились в красивую мраморную статую благодаря этой какой-то воде. Она вас точила, точила, точила. И вы, смотрите, императрица выпала, да, роза среди вот этих каких-то жаб, которые вокруг вас были. Мечи, одни мечи. Где-то вот судьба реально вот как будто бы вас била. Но она била не просто так. Вы идете к своей мечте. И этот путь, девочки, он непростой. Но мечта ваша правдива. Ваша жизнь полна, ярка. Про вас можно чуть ли не фильм какой-то, мотивирующий фильм снимать.
Вы большая молодец. И вот то, к чему вы идете, это, девочки, не то, что вы сейчас победили, чего-то добились. Этого вы добьетесь еще больше. Вы получите то, к чему вы идете. И даже если вас сейчас не признают, если про вас сейчас где-то плохо говорят, если когда даже вы сейчас где-то карабкаетесь, то, девочки, вы карабкаетесь на правильный Эверест. Понимаете? На правильную гору, на свою вершину вы карабкаетесь. Не на чужую, не на подвершинье, не на выдуманную гору, да? Не на гору из ваты. Вы настоящая такая альпинистка. Вы крутая, понимаете? И вы будете этой крутой. Давайте еще посмотрим, кто тебе завидует. Ой, конечно, не без этого. А что, девочки, это у кого-то мать завидующая. Это родственники завидующие. Короче, знаете, что тут выпало, девочки? Вот хотите верьте, хотите нет, да? Родственники выпали. Не выпали другие люди. Выпали девочки-родственницы. Какая-то женщина, это мать, сестра, там двоюродная сестра, там, я не знаю, еще какая-нибудь. И мужчина выпал какой-то. Никто не хотел. Все думали, что вы абы что, и сбоку бантик, да? То есть, что с вас, наверное, ничего хорошего и не выйдет. И причем про вас реально так думали. Ваши близкие, какие-то люди. Может, да, кто-то вас очень сильно любил и поддерживал, и любит и поддерживает, да, но он об этом говорит. А вот это, девочки, смотрите, туз кубков и туз хазардов, это родственные связи, это корни. Королева хазардов и рыцарь костей. Четверка мечей. Они не думали, что вы чего-то добьетесь, что с вас выйдет толк. Не думали. Им было комфортно и хорошо, когда вы, знаете, нищебродка, больная, там или еще какая-нибудь. То есть, когда у вас не очень дела идут, и им было хорошо. Свекруха какая-нибудь, бывший муж, девочки сюда тоже. Короче, вот такие. Не хотели девочки. Не то, чтобы вы были счастливы, а вот именно, знаете, им было комфортно знать, что кому-то плохо, что гадкому утенку, да, серой уточке плохо. Вот и все. Но, сейчас, когда у вас становится хорошо, а будет еще лучше, вот вы готовьтесь, что зависть, она еще больше проявится. Это, девочки, не карты настоящего выпали вам. Здесь выпали карты будущего. Понимаете? Какого будущего? Что вам еще больше будут завидовать какие-то ваши родственники. Вы и не думайте, что вас будут поддерживать вот ваши родственники, там седьмая вода на киселе и все остальное, в ваших каких-то начинательных все остальное. Нет. Это зависть. И большая зависть. Как это ей так повезло? Как-то она в люди-то выбилась это. Понимаете? Не снесут вашего успеха, ваших открытых дорог, сбычи ваших мечт. Не снесут два человека, женщина и мужчина, с ваших родственников. Маг, это вы, семерка кубков. Вы новых найдете. Тут какая-то взаимозаменяемость ваших родственников идет. Девочки, смотрите, в ближайшие 2-3 года, это я вам сразу говорю, да, будут от вас отлепляться люди, которые вот вас топили, завидовали вам. И чем больше вы будете идти своей дорогой, тем больше вам будут завидовать и топить. И эти люди будут уходить с вашей жизни. Вы будете их выгонять, потому что чем больше взрослее, умнее, опытнее вы будете, и вот становиться на два своих крыла, понимаете, и получается, что вам это вот все не нужно будет. Вы не будете бояться даже это сказать. И вы их потеряете, этих родственников. Они даже отвернутся от вас, только для того, чтобы вам сделать больно. На самом деле это вы их за хвосты и за ворота, понимаете? И тут приходят другие люди, девочки, в вашу жизнь. Маг, который делает свою реальность. И маг. Вот вы хотели любви, девочки, вы ее получите. У вас будет замечательная, красивая, большая любовь. Это и мужчины могут быть, и женщины. Это могут быть дети. Это могут быть все, кто угодно.
вы еще испытаете. Вот эти вот родовые, да, они уйдут. И вам будет в какой-то момент даже, может, где-то обидно, горько. Или уже это происходит, да, что почему они так, почему, ну я же хороший человек, зачем, за что? А не за что, девочки, просто так, из-за зависти. Так вот, у- мне знаете, чем нравится ваш расклад, да, что вот это вот все заменяемо в вашей жизни. На место ушедших людей придут хорошие люди, придут люди, которые будут очень сильно вас любить. Это либо ваш любимый мужчина, это муж, будущий муж, либо это, девочки, кто-то, потому что вот этот король кубков с правосудием я не буду трактовать, что это просто как мужчина приходит, да. Это как человек любящий. Правосудие восторжествует, и на место тех, которые эм, должны были вас любить, да, и не полюбили вас, придут именно действительно те люди, которые вас будут любить. И они не должны, но они будут. А кто тебе завидует сейчас? Есть зависть, девочки. Девятка мечей. Противная такая зависть. Четверка хазардов. Ой, и туз мечей еще. Вам завидуют, девочки, и знаете как? Вас топят. Вас прям как хотят, не хотят, чтобы вы жили своей жизнью, своей лучшей жизнью, чтобы вы развивались, не хотят, чтобы вы учились, не хотят, чтобы вы нашли кого-то себе, не хотят, чтобы кто-то вас любил, не хотят. Какая-то гадость, такая, знаете, грязь выпала. Вот у вас есть в окружении грязь, среди ваших родственников есть грязь, девочки. Понимаете? Реальная грязь. И как бы вот тяжело бы вам не было, я думаю, что вы знаете, о чем я говорю. Потому что вот с такими картами, вот этими мечами, которые вы пережили, которые сейчас выпадают, не знать этих людей невозможно. Понимаете? И вот эта вот грязь в вашем окружении есть. Может, просто вы сейчас маленькие, и, может быть, вы сейчас где-то зависимы от кого-то, да? Но вы не будете зависимы. Все будет хорошо, мои дорогие. Все будет у вас хорошо. Эти люди уйдут. Эта грязь уйдет. И вот тот красивый человек, любящий, и эта звезда, которая вам выпала, она все равно выпала, она все равно придет. Она всех покроет и накроет. А знаете из-за чего? Из-за правосудия. Вот есть высшие силы, у вас именно, да? Это не то, что там ваш ангел-хранитель или там кто-то вас там защищает, да? Это какая-то вот вселенская справедливость именно по отношению к вам. И знаете, девочки, у меня очень много примеров. Я просто не буду тут задерживать наш расклад, да, но я вам скажу одну вещь. Когда вас выгоняют из дома, Вселенная подарит вам красивый ваш большой новый дом. Когда у вас что-то, чего-то вас лишают, вам это воздастся, понимаете? Вот просто будьте уверены в этом, воздастся вам. И когда даже вам будет казаться, что вы без кого-то не выживете, почему ко мне такое несправедливое отношение? Потому что справедливость ваша вас торжествует. И из-за того, что вы чувствуете, какие желания вы испытываете, да, сейчас даже, что вы хотите в своей жизни, вот этим людям, которые вам завидуют, с ваших родственников, вам с ними не по пути. И, возможно, да, придется отказаться от какого-то, например, общения, где вам будет больно, обидно будет, девочки. Но такова вот справедливость в вашем случае, понимаете? Чувствуя большую несправедливость вашими глазами, да, Вселенная вам даст то, чего вас лишили, что вам не додали, где вас недолюбили. Вас долюбят и все вам дадут. Знаете, как Волан говорил. Не просите, да, у высших сил ничего. Они придут и все вам дадут. И вот, кстати, это про вас, девочки. У вас уже хорошая карта. Но вот то, что вы пережили, очень много такой, вот знаете, гадости, какой-то грязи, какое-то вот такое, что аж у меня даже начинает дергаться губа от несправедливости по отношению к вам. Понимаете? Я негодую. Я негодую от несправедливости близких людей.
Так не должно быть, так не должно. Вас не должны были оставлять, не должны считать гадким утенком, да. Не должны завидовать вам эти люди. А не радоваться, елки-палки, должны, понимаете, а не завидовать. Ладно, мои дорогие, вот такой вот был третий вариант. Четвертый вариант. Давайте посмотрим, кто тебе завидует. Кто тебе завидует? Луна, 18 старший аркан, девочки. Будет сейчас интересно. Будет интересно. Кто тебе завидует? Тройка, кто тебе завидует? Тройка. Короче, у тебя есть сила, определенная сила, и влияние на твоих завистников. 18 старший аркан. Это, девочки, вот какая-то, знаете, ваша а-ля интуиция. Почему я говорю а-ля? Потому что это не совсем интуиция. Нету такого слова, чтобы я могла, например, описать вот именно. Хорошо, пусть это будет такая формула из слов. Твоя интуиция, твоя ведьмовская сила, а, твой нестандартный, твое нестандартное мышление, нестандартный взгляд на эту жизнь, они делают тебя суперсильной по отношению к твоим завистникам. У тебя завистники только бабы. Да, и я их могу назвать бабами. Это не женщины, не девушки, это бабы. Понимаешь? Причем это бабы разных возрастов. И это могут быть какие-то малолетки, скажем так, да, но не дети. Дети, они непосредственно, такого нету. Но вот такая вот бабы какие-то. Могут быть старые бабы, которые, знаешь, красят еще, знаешь, как в молодости она там голубым глаза подводила, или, например, черной подводкой какой-то слюнявила, да, тушью. И вот она в возрасте это все делает. То есть это вот такие, которые не могут вылезти из определенного своего вот возраста либо привычки жить. Они бедные, да. Эти бабы бедные. Бедные девочки. У них ни хрена нет у этих баб. Тройка хазардов, двойка мечей. И как они тебе завидуют? Знаешь, чему они тебе завидуют? Почему? Они завидуют буквально всему. Твоей внешности. Например, ты одела розовый костюм. А на следующий день она оденет розовый костюм тоже, если она его найдет. Любая баба из этих. Вот у тебя не одна баба, а тут десяток баб. Вот реально, да, их много. И это такие вот копировальщицы. Понимаешь? И вот они бы, может быть, тебя и не замечали, и не завидовали бы тебе, если бы не ты сама. У тебя выпал 18-й старший аркан. Это ты, понимаешь? Ты обладаешь таким магнетизмом, и что ты вызываешь зависть у этих баб. Но знаешь, в чем самый изюм твоего расклада здесь? Дело в том, что вот это может быть часть даже твоей ведьмовской, скажем так, жизни, да. То есть, когда ты специально как-то вызываешь к зависти других людей. Они садятся на этот крючок, они начинают тебе завидовать, и тут настает какая-то расплата. У кого-то сломался каблук, у кого-то там что-то украли или, короче, ну, что-то происходит такое вот с этим человеком, который вот как у ведьм, у многих, кстати, такое, что вот если ее обидеть, у этого человека что-то плохое в жизни происходит, да. Так у тебя именно с завистницами такая вот вещь, что как только тебе позавидуешь, сразу, и вот сделаешь что-то из-за зависти, да, то сразу идет какое-то наказание. Вот, например, кто-то позавидовал твоим длинным ресничкам, твоим губкам, сережкам, юбке, сумке, или то, что у тебя просто чисто дома, понимаешь? И вот кто-то позавидовал, и черная тучка над этим человеком, короче, очень сильно повиснет. А как тебе это идет? Тебе денежкой как-то идет? То есть
ты либо находишь денежку, либо вот как-то это приурочено даже к каким-то таким денежным поступлениям твоим. То есть смотри, двойка мечей, они наказаны за свою зависть, а тебе потом опять идет уже это в денежке как-то. Да. А знаешь, как вот эта зависть, у них выпала тройка хазардов и тройка мечей выпала зависть. Почему в тройками? Что это за зависть такая? Это копирование, да? То есть это копирование. Хочется тебя как-то копировать, да? Э, У меня, девочки, тоже есть такая вот способность к тому, что я притягиваю тоже завистливых людей в свою жизнь. Причем не парней, вот и не мужчин, а именно вот некоторых баб. И вот именно какой-то тоже определенный типаж. Я не особо задумываюсь над этим, но вот такое что-то среднее, да, то я могу сказать что-то среднее. Кто это? Это либо женщины в возрасте есть. У меня очень хорошие отношения с женщинами в возрасте, в таком даже далеко за пенсионным. И есть такие очень благородные, классные, такие сильные женщины. Вообще люблю их, и они меня тоже любят. А есть такие, знаете, ничего не добившиеся, эм, такие, не знаю, я даже не могу вам описать это, да, просто ничтожки, какие-то вот ничего. И вроде бы ее сюда, это знаешь, как хвост какой-то там седого цвета, к голове приложил, к одному месту приложил, там к подмышке приложил, и нигде она не подходит, да. И вот такие вот, скажем так, а-ля полунеудачницы, понимаете, вот они вам завидуют. И фишка в том, что их вы маните, вы как фонарь, они на вас летят и бьются об эти ваши лампочки, и разбивают эти свои бедненькие головы, и ничего не помогает. И фишка в том, что о вас побьются, позавидуют вам из-за зависти, повторения за вами, копирование. И причем, знаете, они вот спешат вас откопировать, скажем так, да, и потом в своей какой-то среде рассказывать, что это она это все, и все у меня тут украли. Вот, то есть есть такие, ну, это у вас, девочки, есть. Но из плюсов каких? Вот когда происходит этот круг зависти по отношению к вам, он заканчивается, девочки, вот с 12 начиная, вот как по циферблату, в 12 заканчивая, да, вам приходит за это материальное вознаграждение. Вам. Они не получают ничего тому, чему они завидовали. И их это очень сильно злит. И у вас их много, к сожалению, девочки. А что вам делать? Стоит ли что-то делать в этой ситуации? Семерка костей. А что, типа, ты можешь сделать? Неожиданные деньги, иерофан то идут. Ладно, 2 карты выпало. А вы только красивые. Девочки, вот чем больше вам здесь, по вашему варианту, завидуют вашей внешности, копируют вас, вам только это все на руку. Вы еще красивее становитесь. Вот как ни странно, вы становитесь красивее благодаря зависти других. Кстати, знаете, если вы, например, занимаетесь там, например, бьюти-индустрией, моделингом, вот, или, например, какими соцсети какие-то свои развиваете, да, а, вы можете, кстати, что-то даже продавать, потому что вот как-то вот эти вот все будут хотеть урвать такое же, как у вас, да, то есть, вот, например, обзоры какого-нибудь, например, платья какого-то вы оденете или еще что, да, ой, оно тебе не идет, такая-то не очень в нем, да, скажи-ка артикул, да, и все. Вот такое померяет, посмотрит, ничего не получится. Короче, девочки, вот зависть этих людей, чем больше вам завидуют люди, да, тем лучше для вас. Вы от этого еще краше становитесь. Краше, моя ведьмочка, ты становишься благодаря вот этой зависти. Так что не бойся ее. Улыбайся, когда тебе завидуют. Улыбайся, не злись.
Все, мои дорогие, вот такой вот у нас был раскладик. Люблю вас, целую, обнимаю. Подписывайтесь на мой еще, девочки, канал о главном и случайном. Но мы там раскладываем на один вариант, но зато по темам. Каким-то таким узким, широким. Ну, короче, то, что вы просите там в комментариях, то и раскладываем. Все, любимки, пока-пока.